Любой новичок, распробовавший какую-то покерную дисциплину, мечтает сыграть за одним столом со звездными профессионалами. Конечно, если вы действующий долларовый миллионер, это вполне реализуемо без особых усилий. Организаторы с радостью устроят вам очное соперничество с топами, а те с удовольствием примут предложение. Но для большинства покеристов этот путь не подходит. Им приходится начинать с низов и постепенно пробираться на вершину, преодолевая сопротивление все более сильных и опытных соперников. И старт практически всегда находится на микролимитах. Так называют самые низкие уровни ставок. В классическом представлении речь о диапазоне от NL2, то есть от уровня блайндов 1-2 цента до NL25 с блайндами 10-25 центов. Правда, в современных реалиях подход несколько иной. Из-за возникшей конкуренции многие регуляры останавливаются на том же NL25, поэтому сегодня принято относить этот лимит к низким, как и NL50. Однако задача данного видео не классифицировать микролимиты. Нам предстоит проанализировать особенности низких ставок и выделить несколько рекомендаций, помогающих как можно быстрее преодолеть их. С вами Академия Покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Особенности. Итак, мы определились с понятием микролимитов. Теперь перейдем к специфике игры на низких ставках. Первое – уровень поля. Именно здесь обитают новички и любители, не готовые рисковать крупными суммами. Кто-то из них просто собирает комбинации, раскладывая своего рода пасьянс. Кто-то старается доминировать за столами, совершая безумные блефы. Многие используют чрезмерно широкие диапазоны, не понимая, что в основном из-за этого теряют деньги. Второй важный фактор – экстремально высокий рейк. Хотя формально комиссия рума обычно ограничена 4-5%, на самом деле важно оценивать кэп, максимальную сумму, взимаемую при определенном количестве участников в раздаче. Суть в том, что на микролимитах рейк запросто может съедать от 15 до 25 больших блайндов на 100 раздач. Для понимания, результат игрока в кэше оценивается показателем винрейта. Для условного NL100 нормальным значением являются 3-4 ББ на 100, и эти значения формируются с учетом невысокого рейка. К примеру, игрок платит 2-3 ББ на 100 в качестве рейка, то есть его фактический вин-рейт в 4 ББ на 100. Это реальные 6-7 ББ на 100. Просто часть откалывается в счет комиссии. А теперь вернемся к микролимитам. Кажется, что с учетом слабости поля вин-рейт должен зашкаливать, и это верное представление. Только вот чтобы достичь показателя хотя бы в 10 ББ на 100, игрок должен бить лимит с реальным вин-рейтом 25-35 ББ на 100. Однако сразу оговоримся, это вполне достижимые значения. Но задача регуляра состоит в том, чтобы как можно меньше по времени платить руму такие огромные деньги. Следует стремиться быстро набить банкролл для подъема выше, туда, где рейк более щадящий. В-третьих, в покере крайне важно иметь стратегию. Но стоит понимать, что у большинства игроков микролимитов ее нет. Это необходимо осознавать, чтобы не наделять соперников своим мышлением. Нужно действовать прямолинейно, делая исключение только для по-настоящему сложных соперников. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Обучение. Теперь перейдем к аспектам, которые помогут побить микролимиты. И самый важный пункт – новичок обязан учиться играть. И нет, речь не о том, чтобы зазубрить комбинации. Речь о постоянном саморазвитии, которое не закончится никогда вплоть до последнего дня покерной карьеры. Игрок должен изучать глубинные механики, математику вероятностей, сайзингов, шансов банка, ожидания. В покере огромное количество концепций, и каждая требует глубокой проработки. Покерная стратегия состоит из совокупности математических концепций, построенных на математических формулах. Важнейшие из этих формул мы рассмотрели в другом видео на канале. Смотрите его следующим. Многим новичкам кажется, что вот сейчас они построят базовую стратегию и будут спокойно разрывать поле. Но чем глубже они погружаются в теорию, тем больше вопросов возникает у них в голове. И это действительно бесконечный путь. Даже топовые мастера постоянно отслеживают новые тенденции и ищут все новые подсказки в ГТО-солверах.
Иначе они просто не выдержат конкуренцию с наступающими на пятки энтузиастами. Какие варианты обучения существуют? Статьи. Очевидно, покерист должен впитывать актуальную информацию о новых трендах в стратегии. Находить ее проще всего в статьях на тематических сайтах. И да, следует избегать старых статей, если только они не касаются каких-то базовых концепций. Покер меняется очень быстро, и представленные на сайтах данные могут оказаться устаревшими. Книги. К слову об устаревании информации. Именно из-за него книги не слишком популярны. Впрочем, некоторые общие работы вроде теории игр Склански заслуживают прочтения. Но есть и более свежие труды, пока не потерявшие актуальность, вроде пособия Гриндера Кларка. Видеокурсы. Здесь также нужно следить за датами выпуска. Чем свежее уроки и чем компетентнее автор, тем лучше. Очевидно, лучшие курсы стоят немалых денег, но новичку не нужно гнаться за материалами от хайроллеров. Они их просто не поймут. Софт. Самостоятельная работа в софте. Трекерах, калькуляторах, эквити, солверах. Обязательный элемент ежедневного обучения. Школы и тренеры. Если на заре покерного бума регуляры страдали от недостатка информации, то сейчас ее уже слишком много. Конечно, при должном усердии можно отфильтровать ее самостоятельно, но такой путь может занять годы, а ведь время – главный ресурс в покере. Сэкономить его позволяет сотрудничество с обучающими проектами или индивидуальным тренером. Плюс в том, что игрок получает информацию в виде четкой структуры, без лишней воды. Конференции. Конференциями называют закрытые сообщества игроков, которые сообща работают над стратегией и поддерживают мотивацию друг друга. Нужно искать любые возможности вступить в такую группу, и чем сильнее ее участники, тем быстрее будет расти уровень новичка. Форум. Покерные форумы — это не только ресурсы, где можно поныть о даунстриках и очередной серии бэдбитов. Это еще и мощный инструмент для получения информации от коллег с самым разным уровнем навыков. Обмен опытом с сообществом помогает расти, а ведение собственного блога мотивирует к гринду и обучению. Table Select. А вы можете идеально знать диапазоны и понимать теорию, но все равно топтаться на месте. Почему? Потому что на микролимитах прибыль получается не из-за вашего мастерства, а из ошибок оппонентов. Звучит нелогично? Возможно, ведь может показаться, что если у игрока есть хотя бы небольшое преимущество над оппонентом, он так или иначе переиграет его на дистанции. Но вспомним о рейке, и все встанет на свои места. Дело в том, что перевес одного регуляра над другим измеряется несколькими ББ на 100, пусть даже речь о 5 ББ на 100. Накладываем рейк микролимитов и получаем глубокий минус. Да, в так называемых регварах зарабатывает только рум, который вы кормите рейком. Чтобы игра становилась прибыльной, за столом должен быть слабый соперник, который и оплатит все затраты регуляров. Как находить таких оппонентов? По показателям в PIP. Чем он выше, тем выше и его lose rate. А его lose rate — это и есть тот самый профит других игроков. Например, любитель с PIP 50% проигрывает на дистанции с лузрейтом минус 50 ББ на 100. За столом 6 макс эти 50 ББ распределятся между 5 конкурентами. В среднем каждый получит ожидание в 10 ББ на 100. Но в реальности распределение будет неоднородным. Больше других достанется регуляру, который сидит непосредственно слева от фиша. Следующий за ним заберет уже меньше, а минимум прибыли достанется сопернику справа от любителя. То есть ваша задача не просто находить слабого игрока с высоким в PIP и лузрейтом, но и стараться сесть слева от него. Что касается турниров, важно выбирать МТТ с большим числом любителей. Чем больше поля, тем больше в нем слабых соперников, и тем проще реализовать свое превосходство в навыках. Какие еще признаки слабых игроков? Например, если нет возможности использовать трекер со статистикой, в кэше это не полный стэк. Любители часто закупаются на старте сессии, а затем при проигрышах продолжают играть до последней фишки, и лишь после этого снова идут в кассу. Ну и лимпы, куда же без них? Как только за столом в кэше или МТТ видим игрока, который лимпит на свободных позициях, смело помечаем его фишом feed of folderом, так как он явно из тех, кто любит любой ценой смотреть флоп. Bankroll Management. Банкролл — это не деньги. Как так? Спросите вы. Ведь на счету в руме лежат вполне себе реальные денежки. Но нет. Деньги, выделенные на игру с целью построения карьеры и продвижения по лимитам, это уже не деньги, а рабочий инструмент регуляра. Не запас на черный день, не подушка безопасности, а рабочий инструмент. Почему мы делаем на этом такой акцент? Потому что большинство перспективных карьер развалились именно из-за того, что вроде бы неплохой игрок разорялся из-за неправильного управления банкроллом. В самом начале карьеры нужно
построить четкий план продвижения по лимитам. Для кэша рабочим запасом считаются 100 бай-инов, для МТТ от 200. Но на микролимитах подход другой. Если набивать по 100 бай-инов для перехода выше, можно застрять здесь навсегда. Обычно новички совмещают покер с основной работой, то есть потеря даже всего стартового банкролла не становится трагедией, поэтому здесь используется агрессивный банкролл-менеджмент. Он предполагает наличие 30-40 бай-инов. Например, вы играете на NL5 с банкроллом $150. У вас есть четкая цель. Для перехода на NL10 вам нужно набить $300, плюс сумму, которую вы выделите на пробу нового лимита. Обычно это 8-10 бай-инов, так как при меньших значениях можно угодить в мгновенный стрик и даже не распробовать новый уровень. То есть для того, чтобы наконец ворваться на NL10, вам нужно иметь в кассе около $400. И не менее важно и вовремя останавливаться, если попытка оказалась провальной. Как только на счету остаются те же $300, нужно мгновенно останавливать эксперимент и возвращаться назад на NL5, чтобы восстановить запас для новой попытки. Как только новичок набирается смелости полностью перейти в покер, агрессивный банкролл-менеджмент для него заканчивается, даже если он решает остаться на том же NL10. А здесь можно зарабатывать вполне приемлемые для многих регионов страны деньги. Он обязан обеспечивать себе внушительный запас из тех же 100 бай-инов, а лучше больше, плюс подушка безопасности для оплаты счетов в реальной жизни. Стоит помнить и о психологическом давлении, которое оказывает риск потери денег, когда речь идет о существенных суммах. Чем глубже банкролл, тем проще игнорировать риски и принимать математически правильные решения. Осторожные диапазоны. Покер может показаться довольно скучной игрой. На самом деле скука обычно выдает неопытных игроков, не до конца понимающих суть и пользу сбора информации. Сильный регуляр всегда найдет чем занять себя за столом. Он будет наблюдать за соперниками, делая на них заметки, чтобы упростить себе принятие решений в будущем. Но он никогда не позволит скуке заставить себя заходить в раздачи с руками, которых в этой конкретной ситуации быть не должно. Использование правильных диапазонов рук – важнейший навык игрока, позволяющий экономить огромное количество денег. Для каждой позиции используются свои спектры open raise – 3 бета, 4 бета, колы и так далее. И у сильного игрока эти диапазоны всегда довольно осторожные и узкие. Но это же глупо использовать так мало рук, когда у тебя преимущество над полем, скажет дилетант. И окажется неправ. Никакой перевес не позволит компенсировать значительное ослабление спектров за счет минусовых стартеров. Откуда же взять эти диапазоны? Их можно найти в свободном доступе в сети. Они публикуются в виде специальных матриц, чартов. Это таблицы 13 на 13 клеток, которые содержат все возможные руки. В них разными цветами выделяются те, что используются для определенных действий. На микролимитах критически важно не заводить в раздачу мусорные и маргинальные руки, которые вполне могут работать на высоких ставках. Причина все в том же пресловутом рейке. Нужно задействовать стартеры, которые гарантированно обеспечивают винрейт. Именно поэтому, например, на NL50 диапазоны намного шире, а не потому, что регуляры на NL50 намного сильнее, чем на NL10, хотя и этот тезис обычно справедлив. Эксплойты. Покер — это, безусловно, игра мастерства с некоторым влиянием удачи на коротких дистанциях. В соперничестве сильных оппонентов покер напоминает шахматы, только их более сложную версию из-за отсутствия большей части информации. Сильные покеристы стремятся поддерживать свою стратегию в балансированном состоянии, чтобы конкуренты не могли найти у них повторяющиеся ошибки и начать их эксплуатировать. На этих уровнях критически важно умение мыслить диапазонами и правильно наполнять эти спектры нужными руками. Нельзя сказать, что на микролимитах аналогичные навыки бесполезны. Вовсе нет. Чем глубже понимание покера, тем лучше. Но на низких ставках очень важно не перехитрить самого себя. Дело в том, что средний уровень соперников крайне низкий. Даже регуляры допускают много грубых ошибок. Поэтому здесь важно в первую очередь не защищать свои диапазоны ненужным балансом, а активно эксплуатировать чужие лики. Значит ли это, что на NL2 не нужно изучать ГТО? В принципе, это действительно не обязательно, но начало освоения ГТО зависит не от лимита, а от готовности игрока. Для этого он уже должен иметь крепкую базовую стратегию. Но на микролимитах изучение ГТО служит не для балансирования своей стратегии, так как здесь почти нет соперников, от которых нужно защищаться. ГТО помогает лучше понимать лики соперников по отклонениям от оптимальных значений и уже на основе этих наблюдений применять выгодные подстройки, которые и называются эксплойтами.
Например, если соперник Fit of Folder сбрасывает на конт бет-флопа 80% рук, то мы не должны раздумывать о том, как уравновесить диапазон конт-бета блефами на какой-то текстуре борда. Мы просто берем и ставим с любыми двумя картами, печатая деньги. И продолжаем это делать ровно до тех пор, пока до оппонента не дойдет, что его эксплуатируют. Минимум блефов. Однако на практике на микролимитах куда больше телефонов, чем боязливых фитофолдеров. Очевидно, причина в относительно небольших деньгах, которыми любители готовы рискнуть, чтобы посмотреть следующую карту или шоудаун. А это значит, что в среднем поле довольно неуступчивое. Хорошей общей подстройкой под него будет уменьшение частоты блефов. При этом с value мы должны добирать жадно и без стеснения. Очевидно, здесь также есть исключения. Задача регуляра состоит в постоянном анализе соперников и корректировке стратегии под их особенности. Тайтово-агрессивный стиль. Про важность следования узким диапазонам мы уже сказали выше, но не менее важен и стиль, в котором эти спектры разыгрываются. Нужно сразу усвоить, что агрессия по умолчанию выгоднее пассивных действий. Конечно, это не дает карт-бланш на безумные ставки и рейзы, но если в рамках базовой стратегии какое-то действие погранично, например, допустим как call, так и рейз, очень часто стоит склоняться к повышению. Стиль, при котором узкие диапазоны разыгрываются максимально активно, называется тайтово-агрессивным, и это единственный стиль, применимый на старте карьеры. Софт. Ламповая романтика покера начала 2000-х давно сменилась паутинами математических расчетов. Регуляры эпохи покерного бума буквально на коленке пытались найти равновесные значения для своих диапазонов, чтобы доказать приоритет одного действия над другим. Сейчас необходимости в ручных расчетах нет. За игроков все делает разнообразный софт. Новичок уже на микролимитах обязан приобрести несколько программ. Калькулятор Equity. Приложение для изучения спектров и их взаимодействия с разными бордами. Основной инструмент для разбора раздач. Трекер. Софт для сбора истории раздач и статистики. Помогает как находить лики у соперников, так и исследовать собственную стратегию. Правда, разрешен не во всех румах. ICMizer. Программа для регуляров МТТ. Позволяет рассчитывать оптимальные диапазоны пуш-фолда для разных стадий турнира при заданных условиях по уровню стеков и потенциальным выплатам. То есть, собственно, с учетом фактора ICM. Солверы, мощные программы для расчета оптимальной стратегии, на микролимитах не обязательны, но если новичок все же решается приступить к изучению такого софта, делать это лучше всего под надзором опытного коллеги или тренера. Без необходимых знаний солвер может не только не помочь, но даже навредить. Психология. И вот новичок начинает изучать математику, копается в покерных механиках, неплохо чувствует происходящее за столами. Все получается, он наращивает банкролл и стремится к следующему лимиту. А затем словно кто-то дергает переключатель и начинается ад. На каждом шоудауне он упирается в нации, сильные руки не могут выиграть ни одной раздачи, соперники постоянно переезжают его снизу, у оппонентов закрывается каждый гадшот, а у игрока не схлопывается ни одно из 20 флеш-дро подряд. Начинается паника, злость, и вдруг пропадает та самая уверенность в себе. Игрок испытывает то злость, то страх, но он действует слишком агрессивно в надежде на удачу, то наоборот, выбрасывает все перспективные руки, так как уже и не надеется на победу. Естественно, все это провоцирует дорогие ошибки, которые способны просто уничтожить весь предыдущий прогресс. Но что случилось? Случилось то, что человеческий мозг продемонстрировал неспособность мыслить категориями вероятностей. Он воспринимает каждую неудачу как несправедливость, а всю черную полосу как показатель ничтожности самого игрока. И пусть в это сложно поверить, такое состояние намного страшнее по последствиям, чем даже самые серьезные тактические ошибки. Но как избежать этих последствий? Нужно работать над психологической устойчивостью. Во-первых, глубокое понимание математики вероятностей само по себе способно снизить эмоциональную нагрузку. Если ты знаешь, что твои тузы должны проигрывать раз из 5, а на длинной дистанции неизбежно будут отрезки, когда они проигрывают даже 20 раз подряд, воспринимать такие поражения намного проще. Во-вторых, важно разобраться с механикой возникновения тильта. В этом помогут работы топовых покерных психологов Джареда Тендлера и Алана Скунмейкера. Их книги должны стать настольными в самом начале карьеры. В-третьих, можно заняться духовными практиками. Огромное количество профессионалов занимаются
занимаются медитациями. Это не только учит самосозерцанию и более спокойному отношению к происходящему, но и позволяет быстро брать эмоции под контроль непосредственно во время сессий. Наконец, в-четвертых, спорт. Покер — это интеллектуальная игра, требующая разгона мозга до предельных значений. А на такое способен только здоровый мозг, функционирующий в здоровом, обеспечивающем его всеми нужными питательными веществами и качественной кровью теле. Спорт позволяет поддерживать себя в постоянном тонусе, что неизбежно положительно влияет на результаты. Как видим, побить микролимиты – задача вполне реализуемая, но для этого требуются определенные условия. Причем в первую очередь моральные. Важно поддерживать внутреннюю мотивацию, ведь процесс подъема по лимитам занимает не один месяц. Впрочем, если игроку хватает энтузиазма посвящать покеру достаточное количество времени и усилий, успех не заставит себя долго ждать. А чтобы попадать в ITM в турнирах по покеру, запомните 6 действий, о которых мы рассказали в одном из прошлых видео. Жмите лайк, если вам было полезно. Увидимся в следующем выпуске. Пока!